Вот так называется тема. Несколько зарисовок. Скорость жизни. Мне кажется, вот то, что отличает наше время, это скорость жизни. Потому что мы сидим в таком... Раньше мы сидели в паровозе, сейчас мы сидим в какой-то космической ракете, которая движется с неимоверной скоростью, и в мире, в котором технологии изменили все. И эти технологии, они опережают сознание, по-моему, на бесконечный период времени. И вы, наверное, знаете закон Гордона Мура. Гордон Мур — это один из основателей компании Intel, который давно, в нашем понимании бесконечно давно, где-то 30 лет назад сказал о том, что каждые 18 месяцев производительность процессора будет увеличиться в 2 раза. Но это относится не только к микроэлектронике, это относится не только к микропроцессору. Если вы посмотрите, наверное, мое поколение лучше это может делать, потому что вы живете в этом времени, вы к этому привыкли. Если мы посмотрим, то последние 20 лет действительно это бег впереди паровоза со скоростью, близкой скоростью света. И 25 лет своей жизни я отдал то, что называется хай-тек, бизнесу, связанному с инновациями, 5 лет в Советском Союзе и 20 лет вот в нашей независимой Украине. Начиная от стартапа и заканчивая до компании, которая сделала IPO. И вот очень простые выводы вот этих 25 лет. 25 лет — это 16 десятилетий, если применять закон Мура. И очень простые выводы. 7 рун я их назвал. Рун. И я хочу с вами поделиться. Первая планка. Понятие планки для меня оно такое концептуальное. Мы встречаемся друг с другом. И вот мое правило, когда я встречаю человека, я считаю, что его планка очень-очень высокая. И это правило работает на протяжении 25 лет, потому что очень редко я встречал людей, которых планка была ниже, чем я представлял. Такая же планка была установлена для тех проектов, которые делала наша команда, делали мы на протяжении этих 25 лет. И очень простое правило, оно банальное, оно кажется банальным, вот, но это действительно правило работает. Чем выше планку вы устанавливаете, тем скорее всего вы достигнете той цели, которую ставили. И на примере украинского бизнеса, на примере нашей компании, мы ставили то, что говорилось 20 лет назад, это казалось неимоверной фантастикой. Да? 20 лет назад для нас это было за год разработать 30 микросхем, когда институт за десятилетия разрабатывал сотни микросхем. И, наверное, у каждого человека есть своя планка, есть свои цели, но очень простой вывод. Вывод, который я бы поделился с вами: ставьте повыше планку. Такой совет я получил от друга своего отца. Мой отец рано ушел из жизни. Я сначала не понял это, но вот прожив 25 лет, я понимаю, что нужно учиться, в том числе на ошибках наших родителей. Руна номер 2. Служение, самореализация. Единство и борьба противоположностей. В каждом человеке есть 2 основных стимула, 2 основных мотивации. Самовыражение. Понятно, что каждый из нас ставит цели, достигает. И очень важно, когда ты достигаешь этой цели. И вот я достиг этой цели. Это очень важно, особенно на первом этапе, когда вы делаете свои новые компании. Очень важно, ставя высокую планку для себя, достигать. Но жизнь — это марафон, и бизнес, если мы говорим о настоящих компаниях, это марафон. Поэтому единство и борьба противоположностей, инь и янь. Есть еще мотивация служения. Вот для того, чтобы дойти до этого, мне потребовалось самовыражаться, чего-то достигать, где-то ошибаться. Но служение — это очень важно. Служение в понимании бизнеса, в понимании человека, интерпренера, предпринимателя — это создание интеллектуальной площадки, создание своей компании в виде интеллектуальной площадки, на которой засевать, спахивать
убирать сорняки, но пожинать плоды будете не вы. Это нужно когда-то понять, да, что не только вы в этой компании. И чем старше компания, тем вот эта вот мотивация, она должна доминировать. Тема музыки и бизнеса, она очень много обыгрывается. Вчера был, кстати, великолепный пример в нашем мастер-классе, великолепный концерт «Классика и джаз». И я думаю, наша страна, она вот как раз тоже показала нам джаз, полковой оркестр. Наверное, и то, и другое нужно. Единство и борьба противоположностей. Но если мы говорим об инновационном бизнесе, то роль лидера, роль интерпренера – это прежде всего, я это связываю с эту роль с лидером джаз-банды. То есть человеком, который лидирует, но не доминирует. Для меня это очень важно. Есть традиция такая в моей семье. Каждые 10 лет бегать марафон. Марафон, настоящий из марафона в Афины. Вот наступило это десятилетие, это будет в начале ноября. И есть такое выражение, марафон начинается после 35 километров. Но еще более важно, последние 195. Это вот такая, когда бежишь 32 километра с небольшим наклоном, как правило, это жара. И потом, когда пробежал 42 километра, откуда эти 195 метров? Это вот такая небольшая подкова. В Афинах, вы все знаете, старый стадион. Это ровно 195 метров. И два месседжа. То есть первое, надо добежать, надо пробежать эти 42 километра. Но очень важно не остановиться. И в моей бизнес-жизни было несколько примеров, когда я начинал какие-то проекты, мы инвестировали, мы инвестировали много денег. Как потом оказалось, не хватило 195 метров. Не хватило почему? Не потому что не было денег, а потому что нужно ждать, нужно терпеть и нужно иногда идти до конца. Это месседж номер 1. И месседж номер 2. Конечно, жизнь — это марафон. И поэтому очень важно в каждом проекте, в каждый год, когда вы работаете, помнить о том, что потом жизнь не кончается сегодняшним проектом, не кончается сегодняшним днем. И очень важно, потому что мы бежим марафон командой, чтобы команда добежала до конца. Это было в Инсиаде в 2001 году. Я первый раз сделал такой эксперимент, поехал на 5 недель. Вот. Я не знаю, что мною двигало. Вот. Но в лесу я встретил людей, это называлось для тех, кому за 40, тех, кто побывал в бизнесе. И там я понял несколько простых истин. В частности, вот я называю это тот самый Мюнхгаузен. Когда вы бежите марафон, когда вы дома, на работе, неважно где, вы делаете какие-то вещи, инновационность убивает монотонность убивает инновационность. И поэтому очень важно и дома, и на работе делать такие вещи, как делал тот самый Мюнхгаузен. Нужно вырывать себя, вытаскивать себя куда-то, делать какие-то совершенно не связанные с работой вещи. Это очень помогает для инновационного бизнеса. Я попрошу подготовить фрагмент фильма. Недавно мы проводили Дни Тарковских. Есть проект, который мы будем вести в течение этого года, называется «Отец и сын». Он посвящен памяти Андрея и Арсения Тарковских. И очень много цитат я взял для себя, для своей жизни из фильмов Андрея Тарковского. Если вы помните, был такой Бориска в Андрее Рублеве, был такой парень, который вылил колокол, и ему он блефовал.
ему никто не сказал секрет того самого колокола. Это был полный блеф, но он решился на это. И вы, для тех, наверняка большинство из вас смотрели этот фильм, вы помните эту сцену, когда все-таки он зазвонил. Очень часто такое же получается или не получается у нас, у людей, которые создают какие-то проекты, создают компании. И вот то, что называется религией компании, я сейчас попрошу, если можно, пустить фрагмент. Пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черст. Когда дерево растет, оно нежно и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила — спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит. У каждого свой Тарковский, у каждого свой сталкер, у каждого своя компания. И действительно, наверное, у каждого есть своя мотивация. Но говоря об инновационном бизнесе, о компаниях, которые занимаются инновационным бизнесом, вот религия — это очень важно. Вы знаете, вот я постоял немножко вот здесь, в бэк-офис TEDx, Киев, вот, и вот где-то какими-то, я не знаю чем, но я почувствовал, вот есть эта религия, есть энергия, вот есть зараженность, есть задача, вот есть цель, есть планка. И так, наверное, есть в каждой компании. И, на мой взгляд, это самое главное. Самое главное для любого руководителя — это невозможно научить в бизнес-школах. Там все учат правильно, все замечательно, но без этого не работает. У каждой компании есть своя религия, и самая главная задача у руководителя — это все-таки вот сделать так, чтобы всем было уютно, чтобы это был приход не только твой. И самое последнее, ну для меня это очень, очень главное, наверное, пожалуй, самое главное. Я буду ссылаться еще раз на эту школу, INSEAD. Был такой профессор, который работает коучером со всеми знаменитыми, он проработал, по крайней мере, в моем бизнесе, людьми, большими именами в хай-тек бизнесе. И у нас была такая с ним беседа, и я приехал, ну, как каждый человек, чего-то искать. Да, вот человек приходит в зону. Да, вот я приехал в лес Фонтенбло, ну, зона неплохая, в принципе, 60 километров от Парижа. Вот. Но тем не менее, я приехал, это как в зону искать себя. И очень простой месседж, вот попробуйте его вот применить. Он очень простой. Вас всегда учат работать над ошибками. Ну, учили. Вот моя школа — это всегда работа над ошибками. Я неаккуратный, я не люблю вставать рано утром, делать зарядку. Но каждый понедельник в течение уже там почти 52 лет вот я заставляю себя это делать. Каждый понедельник, начиная новую жизнь. Я пришел на работу, я пришел в НИИ, вот, где меня там заставляли маршировать вот, и ходить, вот, так сказать, по коридорам, вот, и тоже работать над недостатками, над ошибками. И
Понятно, что у каждого человека есть сильные и слабые стороны. Я абсолютно уверен, что каждому из вас гораздо более известны ваши слабые стороны. Потому что все, так мир устроен. Ваше окружение, они постоянно об этом напоминают. И вы это делаете, но не в кайф. И результата мало. А если вы просто попробуете, да, посмотреть на свои сильные стороны, а если вы попробуете сделать так, чтобы люди, которые с вами работают, найти их сильные стороны и работать над ними, точно так же, каждый понедельник начинаете работать над своими сильными, над своими достоинствами. Во-первых, кайф, ну и самое главное, результат вы увидите очень быстро. И вот эти 7 очень простых правил, это те правила, которые я пропустил через всю мою вот 25-летнюю бизнесовую жизнь. Наверное, у каждого они есть свои. Вот. Но особенно 7-е. Правило номер 7. Попробуйте взять вот это правило вот, и поработать с ним. Спасибо, спасибо, ребята.